Итак, я провязал 14 ряд до конца, выполнил последние наши 7 столбиков, 5 в арку и 2 по краям в столбике предыдущего ряда, 3 воздушные петли и соединился соединительной петлей во вторую воздушную петлю подъема. Теперь приступаем к 15 ряду. Начало у нас такое же. Соединительными столбиками пробираемся в следующую арку. 2 воздушные петли подъема, как первый столбик, с одним накидом. И еще 2 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. 3 воздушные, 1, 2, 3. И 3 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. Далее 1 воздушная петля. Вяжем в каждый столбик из следующих 7, в каждый столбик по столбику с одним накидом, и между всеми столбиками будет по одной воздушной. Столбик с одним накидом в следующий столбик, 1 воздушная, столбик с одним накидом в следующий, 1 воздушная. И так в каждый столбик провязываем по одному столбику с одним накидом и по одной воздушной петле между столбиками. Вот что у нас получается. Теперь опять 1 воздушная петля и сразу в следующую арку между группами в наш веер выполняем 3 столбика с одним накидом, 3 воздушные, 1, 2, 3, и 3 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. Вот, в принципе, весь наш раппорт. В этом ряду также у нас не будет отличия между полукруглой частью и прямой. Вот, получается, вяжем 1 воздушная, столбик с одним накидом в каждый из следующих 7 столбиков, и между всеми столбиками у нас по одной воздушной. Ну, в принципе, тут все понятно. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Итак, я провязал 15 ряд до конца, выполнил последнюю 1 воздушную петлю и соединился во вторую воздушную петлю подъема. Теперь соединительными столбиками пробираемся в следующую арку. Начало у нас, как обычно, точно такое же. 2 воздушные петли подъема, как первый столбик, с одним накидом, и 2 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. 3 воздушные и 3 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. Далее 2 воздушные петли. Пропускаем вот эти арки, которые у нас сразу после вееров идут, 1 воздушной петли. Их будем пропускать. А сейчас вяжем столбик без накида в арку между столбиками с одним накидом. Так, я сделал 2 воздушные петли. Теперь столбик без накида между столбиками. 3 воздушные. Столбик без накида в следующую арку между столбиками. И так в каждую арку между столбиками выполняем столбик без накида. И по 3 воздушные петли между этими столбиками. То есть 3 воздушные, столбик без накида в арку между столбиками. 3 воздушные, столбик без накида. То есть у нас должно получиться вот такие 5 арок из 3 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь опять 2 воздушные. И в арку 3 воздушных петель вяжем наш веер. 3 столбика с одним накидом. 3 воздушные. И 3 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. Вот наш раппорт. Опять 2 воздушные. И между столбиками вяжем по столбику без накида и 3 воздушные петли между столбиками.
Здесь у нас также различий между полукруглой нашей частью и прямой нет. Все одинаково. Раз, два, три. И последний столбик. Далее 2 воздушные. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца. То есть у нас идет веер, 2 воздушные, столбики и 3 воздушные. Все, таким образом вяжем ряд до конца. Итак, я провязал 16 ряд до конца, выполнил последние 2 воздушные петли и соединился во вторую воздушную петлю подъема. Теперь приступаем к 17 ряду. Соединительными столбиками пробираемся в следующую арку. Начало у нас точно такое же. 2 воздушные петли подъема как первый столбик с одним накидом и 2 столбика с одним накидом сюда же в эту же арку. 3 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом сюда же в эту же арку. Далее 2 воздушные петли, столбик без накида в следующую арку 3 воздушных петель, которая между столбиками без накида предыдущего ряда. То есть вот эти арки между веерами мы пропускаем. Итак, столбик без накида в арку 3 воздушных петель, 3 воздушные, раз, два, 3. И столбик без накида в следующую арку. Опять раз, два, 3. Столбик без накида. Раз, два, 3. Столбик без накида в следующую арку. Раз, два, 3. И столбик без накида в следующую. То есть в этом ряду у нас уже получается 4 арки 3 воздушных петель между столбиками без накида. Далее 2 воздушные петли и выполняем наш веер. 3 столбика с одним накидом. 3 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом в эту же арку. То есть этот ряд практически точно такой же, как и предыдущий, только вот здесь у нас теперь 4, было 5 арок, теперь 4 арки. А так все остальное все то же самое. Опять 2 воздушные и пошли у нас столбики без накида в арке 3 воздушных петель и 3 воздушные петли между столбиками. То есть все то же самое. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Итак, я провязал 17 ряд до конца, выполнил последние 2 воздушные петли и соединился во вторую воздушную петлю подъема соединительным столбиком. Приступаем к 18 ряду. Соединительная петля в следующий столбик. 2 воздушные петли подъема как первый столбик с одним накидом. Накид на крючок. И в следующий столбик выполняем столбик с одним накидом. То есть мы первый столбик из 3 пропустили, получается, и в каждый из следующих 2 столбиков выполнили по столбику, то есть первый столбик и второй столбик с одним накидом. Теперь 3 воздушные петли, раз, два, 3. Накид, и в арку 3 воздушных петель выполняем 1 столбик с одним накидом. 3 воздушные, раз, два, 3. Выполняем столбик с одним накидом в каждый из следующих 2 столбиков. Третий мы будем пропускать, мы с ним работать не будем. Первый столбик и второй. То есть вот мы выполнили 2 столбика, 3 петли, столбик в арку, 3 петли, 2 столбика. Теперь 3 воздушные петли и здесь уже выполняем арки. Столбик без накида, 3 воздушные, столбик без накида, раз, два, 3 воздушные, столбик без накида. То есть здесь мы вывязываем ананас без изменений. Ну вот эти арки 2 воздушных петель мы, естественно, пропускаем. Далее 3 воздушные, пропускаем 1 столбик и в следующие 2 выполняем по столбику. То есть вот наш раппорт.
выполнили 2 столбика, 3 петли, столбик с одним накидом в арку, 3 петли и 2 столбика. Опять 3 петли, и у нас пошли уже арки. То есть в этом ряду у нас везде по 3 воздушные петли. Здесь 3, тут 3, здесь арки наши, уже у нас 3 арки, все по 3 петли. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Итак, я провязал 18 ряд до конца, выполнил последние 3 воздушные петли и соединился во вторую воздушную петлю подъема соединительной петлей. Теперь приступаем к 19 ряду. 2 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом в следующий столбик. То есть также выполняем вот эти 2 столбика, как и были в предыдущем ряду. Далее 3 воздушные, 1, 2, 3. В следующий столбик выполняем 2 столбика с одним накидом и между ними 3 воздушные петли. То есть провязал столбик с одним накидом, 3 петли и еще один столбик с одним накидом сюда же в этот же столбик. Далее 3 воздушные и выполняем 2 столбика с одним накидом по столбику в каждый столбик. Вот что у нас получается. Далее 4 воздушные петли, 2, 3, 4. И здесь выполняем наши арки. Столбик без накида, 3 воздушные, столбик без накида, 3 воздушные. У нас уже 2 арки получается. Далее 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. И у нас раппорт уже повторяется. Столбик с одним накидом в каждый из следующих 2 столбиков. 3 воздушные, столбик с одним накидом в следующий столбик, 3 воздушные, столбик с одним накидом сюда же в этот же столбик, 3 воздушные, столбик с одним накидом в каждый из следующих 2 столбиков. Далее 4 воздушные. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. 2 столбика, 3, 3, 3 воздушные, здесь 2 столбика в один столбик, опять 2 столбика, по 4 воздушные здесь и 2 наши арки. Все, вяжем так ряд до конца. Итак, я провязал 19 ряд до конца, выполнил последние 4 воздушные петли и соединился соединительной петлей во вторую воздушную петлю подъема. Теперь приступаем к 20 ряду. 2 воздушные петли, как первый столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом в следующий столбик. То есть также делаем 2 столбика в начале. Затем 3 воздушные. Столбик с одним накидом в следующий столбик. Теперь выполняем пико из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. И в первую петлю самую, то есть третью от крючка, выполняем соединительную. Пико готово. Далее столбик с одним накидом сразу в следующую арку. Пико. 1, 2, 3. И соединяемся в пико. Столбик с одним накидом в эту же арку. Всего в эту арку нам нужно провязать 4 столбика. И между каждым столбиком у нас будут пико. Провязали столбик и опять пико. Столбик в арку. Пико. Столбик 4 в арку выполнили. Далее опять пико.
и столбик с одним накидом в следующий столбик. То есть вот что у нас получается. Столбик в столбик по краям и в арку 4 столбика. И между всеми столбиками у нас пико. Далее у нас идет 3 воздушные. Раз, два, три. И столбик с одним накидом в каждый из следующих двух столбиков. Далее у нас опять, как и в предыдущем ряду, 4 воздушные петли и выполняем арку. В этом ряду у нас уже остается одна. 3 воздушные, столбик без накида. Опять 4 воздушные, раз, два, три, 4. Столбик с одним накидом в каждый из следующих двух столбиков. Вот, в принципе, весь наш раппорт. 3 воздушные, раз, два, три. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. То есть сейчас провязываем по столбику в столбик, в арку провязываем 4 столбика. Столбики у нас все с одним накидом. И между каждым столбиком у нас будут пико из 3 воздушных петель. Все таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Итак, я провязал 20 ряд до конца, выполнил последние 4 воздушные петли и соединился во вторую воздушную петлю подъема. Теперь приступаем к 21 ряду. 2 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом в следующий столбик. Далее будем выполнять в каждый из этих 6 столбиков по столбику с одним накидом. И везде у нас будет по 3 воздушные петли. То есть раз, два, три. Столбик с одним накидом в следующий столбик. Опять раз, два, три. Столбик с одним накидом в следующий столбик. То есть пико мы пропускаем, с пико мы не работаем. Раз, два, три. Столбик с одним накидом. Итак, в каждый столбик провязываем по столбику с одним накидом и 3 воздушные петли между ними. Все, провязали 6 столбиков и 3 воздушные петли между ними. Далее опять 3 воздушные, столбик с одним накидом в каждый из следующих двух столбиков. Затем сразу без всяких воздушных петель в арку 3 воздушных петель между столбик, который у нас одна арка была. Вот эти, конечно, мы пропускаем по 4 воздушные. В эту арку выполняем столбик с одним накидом, сразу без всяких воздушных петель после столбиков. И сразу же после этого столбика опять у нас уже раппорт повторяется, столбик с одним накидом в каждый из следующих двух столбиков. То есть вот что у нас получается. Все, и теперь опять раз, два, три. И поехали так вязать столбики. Ну, показывать уже не буду, тут легко. Все, столбик с одним накидом в каждый из этих 6 столбиков и между столбиками по 3 воздушные петли. Пико мы пропускаем. Здесь вяжем 2 столбика, столбик в арку, 2 столбика сразу, между ними никаких воздушных петель мы не делаем. Все, а в этих местах у нас везде по 3 воздушные. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Итак, я провязал 21 ряд до конца, выполнил последний столбик с одним накидом в нашу арку из 3 воздушных петель и сразу соединительной петлей соединился во вторую воздушную петлю подъема. Теперь приступаем к 22 ряду. Этот ряд у нас будет последний. Выполняем соединительную петлю в следующий столбик. 1 воздушная петля подъема, столбик без накида сюда же в этот же столбик. Далее сразу в следующую арку выполняем 3 столбика без накида. Раз,
2, 3. Теперь столбик без накида в следующий столбик с одним накидом. 2 воздушные, 1, 2. Вот эти арки, где мы выполняли 3 воздушные петли, во вторую воздушную петлю, получается посередине, нам нужно провязать столбик с одним накидом, пико из 3 воздушных петель, замыкаем в третью петлю от крючка, и еще один столбик с одним накидом сюда же, в эту же петлю. Старайтесь вязать в саму петлю, во вторую, чтобы столбики были в одном месте. Просто если их провязать сразу под арку, они будут разъезжаться в разные стороны и будет некрасиво смотреться. А так они из одной точки выходят. Теперь опять 2 воздушные и столбик с одним накидом в следующий столбик. То есть вот такой у нас получается обвязка. Опять 2 воздушные. И также во вторую петлю выполняем столбик с одним накидом, пико и столбик с одним накидом сюда же, в эту же петлю. Опять 2 воздушные, столбик без накидов в следующий столбик с одним накидом. Опять 2 воздушные. Во вторую петлю выполняем столбик с одним накидом, пико и столбик с одним накидом сюда же, в эту же петлю. 2 воздушные, столбик без накида, следующий столбик. И так провязываем вот эти все наши арки. Последняя арка. Две воздушные и столбик без накида в крайний столбик с одним накидом. То есть вот какая у нас получается обвязка. Теперь в арку 3 воздушных петель вяжем 3 столбика без накида. Затем столбик без накида в первый столбик из 2. Теперь пико 3 воздушных петель. 1, 2, 3. Пропускаем следующий столбик, столбик, который у нас был в центре в арке, и следующий столбик. И выполняем столбик без накида во второй столбик следующей группы. То есть вот что у нас получается здесь. Столбик без накида, точнее 3 столбика без накида в следующую арку. 1, 2, 3. Далее столбик без накида в следующий столбик, 2 воздушные петли и пошли вязать вот эти наши штуки, обвязки. То есть вот что у нас получается. 5 вот таких лепестков, 2 воздушные, столбик, пико, столбик, опять 2 воздушные, столбиком без накида соединяемся. И так 5 раз. Вот в эти арки между нашим ананасом вяжем по 3 столбика без накида. Все вот эти столбики пропускаем только в крайний. Выполняем столбики без накида и пико вот в самом центре между ними. Вот так. Вот таким образом будем потом все это блокировать за все наши пико.
но не только за пико. Вот здесь у нас пико идут. Здесь тоже вот все, чтобы придать форму красивую нашей салфетке. Все. Таким образом продолжаем вязать ряд до конца. По завершении обрезать нить, спрятать хвостики и обязательно заблокировать салфетку.